Смотрите в ближайшие минуты. Fallout 76. Изменилась ли война? Подробности, эксклюзивные кадры и самые разные мнения о новом проекте Bethesda. Зачем в игре воссоздали отель Greenbrier? Удобна ли частная авиация? И каково пить в настоящем ядерном бункере? Готовы? Мы начинаем. Итак, 27 сентября мы вылетели из Москвы в Лондон, чтобы оттуда отправиться в американскую столицу Вашингтон. Именно здесь находится офис Bethesda и некогда развернулось место действия третьего Fallout. Однако на этот раз наш путь лежал в совсем другое место. Погрузившись на флотилию частных самолетов, мы в очередной раз взмыли в небеса по направлению к лесам Западной Вирджинии. Вот она, американская субурбия. Это странно. Честновато, я бы сказал. Теремок. Кто в теремочке живет? Не помещаюсь. Приземлились в деревне. Наконец, спустя 2 дня пути, мы погрузились в автобусы и направились к главной местной достопримечательности. И Невада твоя тоже сраная пустыня. А здесь смотри, как красиво. Ну нет, это просто невероятно. Та-та-та. Санаторий. Та-та. Санаторий. Та-та. Всем привет, с вами вновь Антон Логовинов, и в очередной раз мне приходится удивляться, куда заносит меня судьбинушка. Сейчас я в лесах, в общем-то, Западной Вирджинии, очень достаточно далеко от цивилизации, правда, посреди очень навороченного курорта Greenbrier, где на 11 тысячах акрах развернулось, в общем, какое-то полное такое сумасшествие, при этом сумасшествие очень старинное. Greenbrier на самом деле очень прикольное место. Оно очень много раз менялось. Впервые оно открылось в 1858 году. Потом оно многократно достраивалось. Во времена Второй мировой войны здесь сначала был политический лагерь для дипломатов стран оси. Потом, чуть позже, его превратили в огромный госпиталь на 2000 коек. Ну и на самом деле в руках какого-нибудь умелого режиссера этот отель мог легко превратиться, не знаю, в аналог отеля из кинофильма «Сияние». Он реально очень старый, там очень много разной энергетики. Здесь люди были счастливыми, отдыхали, они страдали, много чего сделали. The Greenbrier is a four-season paradise, unlike anywhere in the world. Попав сюда, я уловился на неожиданной ассоциации с Fallout. Атмосфера внутри напомнила мне Тент Спеннис Тауэр из третьего Fallout. Повсюду роскошь старой Америки и ее ценности, а в коридорах преимущественно пожилые и состоятельные люди в потертых севших пиджаках и платьях. Среди посетителей нет афроамериканцев, они тут только в прислуге. Greenbrier — это такой ультимативный курорт, на котором останавливалось 26 президентов США. Номер здесь стоит, в общем-то, от 500 за ночь. В любом случае, здесь дохренища истории. Но не это делает Greenbrier таким интересным местом. Дело в том, что за вот этим вот зданием есть еще одно новое крыло, которое построили в 50-х, и под ним находится самый натуральный, мать его, бункер на случай ядерной войны, который строили специально для членов Конгресса, который должен был вмещать весь Конгресс США. Здесь несколько часов до Вашингтона, и в случае угрозы они должны были сюда эвакуироваться. И да, вы угадали, и это место, и Greenbrier, и вся округа, и холмы станут локациями в новом Fallout 76.
И именно поэтому, в общем, здесь проходит презентация. Именно поэтому нам здесь настолько круто и интересно, потому что мы знаем, через несколько часов мы сядем играть в игру, а там вот это все, ну, в каком-то измененном, конечно же, виде, но будет. Твой номер не готов, но зато бухни шампанского. Но прежде чем мы отправимся, в общем-то, покорять онлайновые виртуальные пустоши, это будет только завтра. А сегодня у нас такой день, когда мы знакомимся с территорией, и у авторов, у Bethesda, вместе с хозяевами Greenbrier есть для нас сюрприз. Мы должны отправиться в тот самый бункер и как следует там отжечь на Reclamation Day, на день открытия нашего Vault 76. Мне не терпится. Пойдемте. Война. Война никогда не меняется. В 1976-м наша великая нация осознала, что единственный способ защитить свое право на жизнь, свободу и счастье — это война. Вот почему именно сегодня, 4 июля 2076 года, через 300 лет после зарождения нашей великой нации, мы собрались, чтобы отпраздновать окончание строительства убежища 76. Этот огромный подземный бункер спроектировала компания Vault-Tec. Но построили его вы, славный народ Америки. Where you are is the west tunnel entrance of the bunker. This is one of 4 actual entrances. This tunnel is 433 feet long all the way to the end. When we get to this end of this bunker, it used to be a secondary entrance point for the members of Congress, and there's actually a decontamination facility at the end of this tunnel. What you just heard was the 25-ton blast door closing and sealing off. Собственно, этот бункер появился в 1958 году 20 века во время того, как строили дополнительное новое крыло всего резорта. Это была абсолютная тайна до 1992 года, когда благодаря статье в Вашингтон-Пост его наконец-то рассекретили. Фриланс-журналист, в общем-то, нарыл сведения. Давно ходили слухи, что Конгресс построил себе какое-то убежище, и он очень плотно занялся темой. Приехал в Greenbrier, и самый прикол в том, что даже сотрудники всего резорта, они не знали, что здесь есть бункер. Это была абсолютная тайна. Тогда он начал спрашивать у местных жителей, что они думают, может ли быть такое, что здесь есть бункер. Ну, тогда ему начали уже сливать инфу. Рассказали ему, что сюда привозили огромную многотонную дверь, да, которая, ну, явно для какого-то убежища. И так вот по расспросам он нашел этот бункер, написал про эту статью. Это стало, в общем-то, достоянием общественности, но сделано это было в 92 году, когда, на самом деле, бункер этот уже был не нужен. Ну, потому что строили его, когда еще баллистические ракеты от России до Америки не долетали. Можно было, в общем-то, успеть доехать от Вашингтона сюда. Было время на маневры. Сейчас уже, в общем-то, ядерное оружие доставляется гораздо быстрее. Ну и большого смысла в таком эвакуационном бункере, ну, особо нет. Сейчас эта вся история отдана в эксплуатацию частной корпорации. Ну и, собственно, нам внутри, на самом деле, вот там в помещениях самого бункера не дали снимать. Почему? Потому что на самом деле он до сих пор используется. На этот раз используется уже как хранилище каких-то там вот пленок, секретных данных старых. Take your camera in. So these guys need to collect your cameras. So these need to... We need to take those. They cannot go in. В свое время построили эту всю историю за 3 года, с 58 по 61 год, администрация Эйзенхауэра. Самое интересное, что вплоть до 31 мая 92 года здесь, в общем-то, все дело держали up to date. Были люди, которые следили, в общем-то, за тем, что здесь было более-менее новое обеспечение, свежие медикаменты, свежие продукты. Все содержалось вот с иголочки, было готово принять конгрессменов в случае ядерной войны. Ну и, собственно, закрывали этот бункер, разбирали тоже, ну, от всего секретного, что в нем было, тоже 3 года целых понадобилось на это. А сейчас это уже вот туристическая достопримечательность, но отчасти ее по-прежнему используют как склад всяких секретных пленок и прочее, поэтому все равно, снимать нельзя, по сути. 6 тысяч квадратных футов только для клиник, операционные, ну, в общем,
Все, что можно было себе представить с точки зрения медицины для каких-то длительных нужд. 18 жилых помещений, 60 человек в каждом. 1100 человек могло здесь продержаться 40 дней. На кухне был 60-дневный запас жрачки. Что еще интересно, была подготовленная брифинг-рум, так называемая, да, это где брифинг для прессы проводят, и там различные фоны. Хочешь тебе Белый дом, хочешь тебе Конгресс будет на фоне, ну, чтобы вот заявление перед нацией не делать. В том числе можно такие фоны специальные, где разное время суток можно подделывать и разное время года. То есть такой способ надурить аудиторию телевизионную до появления хромакея, ну, тем более HD. Сегодня смотрится очень-очень так, как офигенный рудимент времен Холодной войны, вообще 60-х годов. После экскурсии по бункеру мы перешли в зал для заседаний Конгресса, где наш старый знакомый Пит Хайнс готовился выступить с речью. И он попросил не снимать, но смысл сводился к тому же, о чем Тодд Говард предупреждал на E3. Bethesda пробует нечто новое. Бета будет ключная, ну и, в общем, успешную формулу игры еще предстоит поискать. Ну а нам он пожелал удачных приключений в пустоши. Если бомбы действительно прилетят, если конец все-таки наступит, наш уклад жизни выстоит. Но не всем будет суждено спастись. Избранные войти в это убежище самые лучшие и самые умные из нас. Сегодня мы стоим здесь и молимся, чтобы на земле воцарился мир. Но если суждено случиться иначе, если все же грянет война, мы сплотимся, зная, что в убежище 76 начинается наше будущее. Но это будет завтра. Давайте сегодня сильно не нажираться, хорошо? Кто-то, может, свою меру и знает, но явно не все. Мне плевать, что будет завтра вечером, но сегодня пускай все знают мою веру. В полночь лучше быть в постели. Ну вот так у нас закончился первый день. Сейчас мы пойдем пить. Нас Пит Хайнс попросил не сильно набухаться сегодня, потому что завтра предстоит очень важное дело. Но знаете что? Мы завтра посмотрели по расписанию, играем во второй половине дня, поэтому нас это не касается. Итак, сейчас у нас вечеринка, в общем-то, по поводу Fallout 76. Завтра мы будем играть в игру. Нас попросили сегодня сильно не нажираться. Бухать мы сегодня прям так серьезно не будем. Каждая легендарная пьянка начинается с этих слов. Нужно быть максимально серьезными. Нам играть в игру в 2. Это я уже говорил. Let's get retarded. Когда вечеринка закончилась, но... Так, давай. Да, давайте выпьем. Давайте уже за окончание вечеринки. Да, вот так вот. Ну вот такое вот у нас интересное место, этот Greenbrier. Ну а сейчас, наконец-то, настало время сделать то, ради чего мы приехали. Я сейчас отправлюсь вот за те двери. Там стоит охрененная ростовая фигурка Волтбоя, которая указывает на еще одни двери, в которых уже проходит закрытый показ. Мы действительно будем первые в мире, кто поиграет в Fallout 76 вне студии. То есть настолько это эксклюзивный ивент. Здесь даже весь этот отель сейчас, в общем-то, опечатали, везде стоит охрана, чтобы, не дай бог, кто-нибудь вот дверью не ошибся и туда не зашел. Пойдемте. Будем первыми. Ну, в общем, для начала, как это все играется? Мы просыпаемся в бункере, повсюду следы празднования.
Проходим быстренький туториал, где нам объясняют, ну, такие некоторые отличия от классического Fallout, что это чуть-чуть у нас будет больше выживач, поэтому в нем надо постоянно жрать, постоянно пить, иначе будут проблемы. No creature comforts out there, sir. You want it, you build it. Глобально, если так посмотреть, Fallout 76 именно, ну, примерно такой, как я себе его и представлял. Что вот они будут делать. Другое дело, что, как я говорил на E3, это, наверное, очень сложно сделать интересно. То есть, по факту, это Fallout 4 в новой местности, в котором вот на максимум вывернуто все, что связано с исследованиями. А это, ну, одна из таких вещей, которые, согласно статистике Bethesda, это то, во что в основном превратился Fallout. То есть Fallout 4, да, там все критиковали сюжет, но при этом часы, просто безумные часы проводили в этой игре за исследованием мира, крафтингом собственной базы и вот собирание различных шмоток, чтобы эту базу заапгрейдить. И вот, ну, Fallout 76 это, по сути, такое вот развитие всех этих идей для людей, которым вот это все максимально зашло. То есть, если вы любили Fallout 4 просто бродить, исследовать всякое, да, и заботиться о собственном доме, то вот знаете, эта игра вот просто для вас сделалась. Это такой осознанный шаг на фоне вот изучения поведения игроков. То есть в этой игре вы с друзьями вчетвером просто лазаете по очень красивым локациям, которые, ну, прям очень хорошо детализированы. Здесь везде, куда бы ни ходили, что-то было интересное. Интересно шариться, лутать, там, собирать всякие вещи. Постоянно тебе нужно крафтить себе или патроны, или еще что-нибудь, потому что всего на самом деле очень-очень мало. Разработчики в этой сессии пытались несколько направлять всех игроков. Здесь 24 игрока играет на карте, да, всего, а карта очень большая, поэтому каждой группе был представлен гид, и мы как бы в каких-то точках, да, этой карты пересекались. Одной из таких точек был, собственно, Greenbrier, который вообще пипец как достоверно в игре воссоздан. Я думал, будет много упрощений. Там очень запутанные помещения внутри. Они их все воссоздали, и я также ходил и путался. Еще интересно, что там за всем следят роботы. Весь персонал, который здесь, который мы воочию живьем наблюдаем, он вот там превратился в робота. И там, в общем, у локации достаточно интересный сюжет, связанный с этим. Собственно, как рассказывается сюжет, какие элементы сторителлинга. Поскольку NPC убрали из игры, весь сторителлинг, он осуществляется с помощью либо роботов говорящих, либо аудиозаписей, либо компьютеров, либо, ну, всеми остальными способами, которые были в Fallout. Нельзя сказать, что в этой игре сюжета нету. Ну и нельзя сказать, что он есть. То есть есть сюжетные локации. То есть вы куда-то приходите, что-то исследуете, и вот это вот, собственно, как и было в 4-м Fallout, да, очень много мест было, в которые ты просто приходишь, там какая-то своя интересная история самого здания, самого объекта, но как бы вот после того, как ты из здания выходишь, эта история заканчивается. Вот здесь ожидайте набор примерно таких же историй. Что касается ролевой системы, то она сделана как раз, чтобы минимум времени отнимать. То есть вот эта вся история, на которой все напряглись с картами, на самом деле очень простая. И сделано так, чтобы ты получил уровень, ты нажимаешь кнопку, тебе выпадает вот несколько вариантов того, что ты будешь апгрейдить, ты ставишь эту карточку, да, в одной из гнезд вот этой системы Special, и все, бежишь дальше. То есть вот эти все карточки, весь их крафт сделан максимально просто. То есть выпадает тебе повторная карточка, ты там усиливаешь ее, она там 2-го уровня становится, можешь этим всем делом обмениваться. Все очень наглядно, быстро, прозрачно. Как она глобально работает, ну, до конца пока, ну, естественно, непонятно, за 3 часа не поймешь. Самый непонятный момент был, когда мы, в общем-то, все вот в Гринбрайере встретились, начались какие-то замесы, взрывались тачки, в общем, все постоянно гибли, какие-то разработчики прибегали в пауэр-арморах, летающих в том числе. Все это начало походить на какую-то суматоху, но потом они в интервью объяснили, что это они специально сделали, на самом деле в стычке между игроками будут
реже. То есть основное все-таки в игре исследование, приключения, какие-то редкие стычки с другими игроками. В своем предыдущем сюжете я уже рассказывал про систему наказаний, что если кто-то хочет повоевать, но другие игроки не хотят с ним воевать, то он может их убить, но станет убийцей, и наказывать его будут его же деньгами. То есть награда будет вычитаться из его крышек. И более того, он еще и не сможет на карте никого видеть, а все будут его видеть. То есть, повторюсь, на самом деле, игра создается так, чтобы удовлетворить вот тех, кто любит исследовать. Ходить, там, ковыряться, читать записочки, собирать ресурсы. И на самом деле на это же работает даже эндгейм с ядеркой. В конце вот начинается такой процесс, когда игроки соревнуются, разные команды соревнуются за доступ к ядерному оружию. В какой-то момент они его запускают, взрывают, и на какое-то время на карте все становится радиоактивным. Появляются новые монстры, появляются новые растения. Получается такая зона. И в этот момент сталкеры высокоуровневые должны в нее отправиться, чтобы собирать себе различных ресурсов для более продвинутых рецептов и всего остального. То есть они это называют endgame loop. Постоянно есть какая-то мотивация, вот даже после того, как все выжгли, запускать ядерку еще раз, чтобы в эту зону ходить по грибочке, так сказать. Ну а что касается того, какие эмоции все-таки дарит Fallout 76, что происходит в процессе, какое впечатление он оставил, то я решил, что, наверное, одному мне про это будет говорить не совсем корректно. Вот что я записал сразу после нашего 3-часового сеанса. Ну, в общем, всем снова привет. И вот эти прекрасные господа сейчас 3 часа играли во все это безобразие. И поскольку я остался в полном, замешательстве... Кто еще остался в замешательстве? Все остались в замешательстве. Вот, я поэтому, да. Твои впечатления. Слушай, очень странно, потому что, Fallout это всегда был какой-то сеттинг крутой постапокалипсиса, где смерть играла серьезное значение. То есть ты умирал, и все, история на этом заканчивалась. А здесь начинается какой-то форменный цирк с конями, особенно когда прибегают какие-то хай-левельные чуваки. Они дерутся, тебя задевают, тебя убивают. Ты возрождаешься на том же месте, в принципе, и можешь пытаться им отомстить. И все это вроде бы в антураже Fallout. То есть вроде бы постапокалипсис, вроде бы все вот красиво, как в 4-м Fallout, но при этом творится какая-то дичь, которая... то есть вот война изменилась. Все стало несерьезно от слова совсем. Несмотря на то, что вроде бы здесь там и квесты какие-то есть, и все такое. Главной ценностью стала не твоя жизнь, а твой лут. И это немножко выбивает тоже, потому что лут этого как говна просто. Это у тебя вечная перегрузка. Да, самое ненавистное, что было, это вот это дотащить металлолом до базы, вот оно осталось как бы. Вообще 3 часа это очень мало. И зачем? Бежишь, какая цель у нас глобальная? Все делаешь, давайте карты эти вставляешь, даже изучить не можешь толком. Да. Почему у вас такой темп был? Потому что у нас началось все с разработчика, он говорил, что куда, и в какой-то момент, буквально там через полчаса, я говорю, а пошли в Greenbrier? Он говорит, ну пошли. И все. Это просто у них было по сценарию в Greenbrier, ты просто угадал. Мы тоже там были, нас туда привезли. Greenbrier, Top of the World. Обратно, да, к ядерному взрыву. А мы не ходили что за топов? Видишь, а мы ходили. А мы ходили, у нас не было такого сценария. Тусня супермутантов была. Кстати, это единственное, что мне понравилось, это убивать супермутантов. У них такие базы наворочены, как в 4-й примерно. В городе они там на нескольких этажах засели, вот эта перестрелка. Я на крышу залез, ребята внизу. Было прикольно, реально. Как-то не хватает, что ли, чувства опасности, что ли, всего этого. Потому что действительно, когда ты там расстреливаешь кого-то, если ты умираешь, ты сразу можешь телепортнуться обратно. Действительно, потерять лут не так страшно. И как бы теряется вот весь смысл этого. Не весь смысл, но значительно шарм этого выживания, как бы он пропадает, потому что не можешь умереть. Нету особого страха что-то потерять или умереть с концами, вот это вот все. И как-то это странно ощущается, что это все несерьезно. Вот сразу переходит на уровень того, что это просто вот развлечение. И действительно, вне зависимости от того, там это ПВП или ты сражаешься с обычными врагами, нету чувства опасности и нету ощущения, что действительно с концами можешь что-то потерять.
Не покидало ощущение, что я играю вот в первый этап королевской битвы, когда все бегают и лутают постоянно по домам. И вот это и основной смысл. Единственное, что во вселенной Fallout это действительно прикольно делать. Ну, потому что очень красивые эти пейзажи, приходишь в какие-то интересные места, но лут при этом не очень, пока что, по крайней мере, интересный. Да. Ну, как-то, блин, оно мне очень быстро надоело. Прям очень. Да даже не то, что лут неинтересный, он перекочевал прямиком из 4-го Fallout, я вообще ничего нового не увидел. То есть увидел только новых монстров, да, вот действительно там какие-то хай-левельные всякие жуки там и прочее. Мы сагрили какого-то дракона, блин, здесь теперь есть какие-то драконы. То есть что-то гигантская летучая мышь. Ну да, что-то такое гигантское, летающее, но прикольно было натравить на роботов, которые вроде бы за нас. Они там сцепились, я издалека только пострелял, чтоб лут мне выпал, когда завалят эту скотину. Все, ее завалили, я лут собрал и побежал дальше. А по поводу мутантов, вроде бы прикольно, да, эти супермутантов мочить. Но они глупые. Искусственный интеллект очень странный, потому что те, которые мне милишники... кажется, оно не готово, просто они подвисают часто. Ну, в этом Стоят на месте. В этом плане да, но искусственный интеллект не в том плане, что они стоят на месте, а наоборот, как раз те, которые за тобой бегут, вот эти вот глупые милишники. Ты, когда бежишь спиной от них, то есть они все перед тобой на тебя бегут, ты бежишь от них спиной, твоя скорость не очень высокая, они тебя догоняют, но они при замахе останавливаются, у них есть вот эта анимация долгая. Ты в этот момент уже отходишь, и ты можешь бежать так бесконечно. Тебя в этот момент трогают только вот те, которые стреляют там издалека. При этом перед тобой может быть реально толпа, и она тебе ничего не сделает. При этом зомби там какие-то были мутировавшие, и вот те твари, да, нападали, они прям быстрые. Да. Есть ощущение, кстати, вот тоже, что вот за все это время, которое мы играли, не было одной какой-то осознанной схватки. То есть, что с NPC, что с Ну, это мы только начали играть. Ну, с чего и быть осознанным? Как-то есть ощущение, что было немножечко хаотично, действительно, в том числе из-за анимации, что все это развивалось в таком непредсказуемом ключе, который ты не контролируешь. У меня в целом проблема, что я не понял, что мне в этой игре делать. То есть, ходить мутация? Ну и потом, по поводу в целом стрельбы, я бы сказал, что очень много стало перестрелок. Ну, то есть их стало просто охренеть как много. Это было ожидаемо, если ты в онлайн Это понятно, будешь. но при этом сама игра, с точки зрения именно механики шутера, она никак не развилась. То есть это, знаешь, как в первом-втором Fallout вся тактика, вы просто, ну, типа, тебе надо последовательность действий правильную там провернуть, а вы просто стоите друг напротив друга и выносите друг другу мозги. И вот здесь примерно то же самое. У тебя нет укрытий, у тебя нет каких-то интересных современных шутеров, интересных способов просто вести перестрелку. И немножко деревянно. ВАДС в реальном времени, ну... У тебя пушка в одну сторону смотрит, чувак вот там, короче, хедшот. Ну как очень странно. Такое ощущение, что чувак, который, я не знаю, в какой-то момент играл в 4-й Fallout, кто-то из Bethesda такой... Тот Говард. Ну, может, и тот Говард. Тот Говард играет такой в 4-й Fallout. И бегает, да. Такое увидел, что там, ну, Aeronauts Battleground сотрудники играют. Такое. Надо. Нет, но при этом здесь нет никакого там Battlegrounds. На сервере всего 24 человека, что не так много, с учетом того, там какая карта, она довольно обширная. И если учесть, что у вас нет быстрых средств передвижения, то есть ты только бегаешь, здесь нет ни машин, ни коней. Нет, подожди, мы видели Power Armor с джетпаком. Да, ну с джетпаком ты прыгаешь, ты все равно... Да, мне кажется, это, ну, недолго. недолго. Он как-то полетел. Но он просто так подпрыгивает и приземляется, то есть это не лететь. Но при этом ты, во-первых, прыгаешь по дуге, то есть у тебя преодоление расстояния все равно идет, ну, не настолько большое. То есть скорость передвижения у тебя по карте не очень большая в любом случае. Да, возможно, в Power Armor это немножко помобильнее, но нет у тебя способа быстро мчаться по карте. Только fast travel. И 24 человека на такую карту, это, ну, немного, мне кажется. То есть ты можешь в целом играть и вообще так, ни на кого не напарываться. И вот теперь интересно, про что все-таки эта игра? Про исследование просто не, ну здесь есть какая-то сюжетная кампания. Да, я так понял, все, которые... Локации клевые. Локации очень клевые, сюжетно. Обычно это выглядит так, ты приходишь, там какие-то роботы, какая-то история рассказывается, место, ну потому что походу везде роботы. Дневники. Да, дневники, роботы, а людей самих как бы нету. Так что, вы вообще поняли, о чем эта игра? Наверное, надо просто больше времени реально провести. Не, это понятно, но так настолько не очевидно, что в ней должно захватить, вот прям
И я должен сказать, что это первый Fallout после 3 часов, в котором я сижу с таким Первый. Я, конечно, еще не играл в Brotherhood of Steel на PSP, или на чем он там выходил. Не, это тоже... С таким же Ну, я даже после Fallout Tactics ты не сидел с таким. Тактик хороший был. Я как раз из тех, кто любит Tactics. Еще очень странное строительство. Такое же, как в четверке. Такое же, как в четверке. Все висит в воздухе. Висит в воздухе, и не то чтобы красиво получается. Я не могу сказать, что это еще очень удобно делать. Да. Можно было бы как-то, bird view какой-то дать. Особенно, когда ты пытаешься что-то поставить наверх, оно где-то там, значит, застревает, и ты вниз теперь не надо, наверх нет. И, короче, оно вот скачет. Понятно, что это демо-версия, но я просто помню, что в 4-м Fallout было точно так же. Хер приладишь периодически. Нет, так в том и суть, что это прям 4-й Fallout. Просто вот тот Говард играл, и такой, ребята, понятно, я хочу сделать мультиплеер. Просто хочу вот в этой вселенной Я даже не уверен, мультиплеер. что это был тот Говард. Возможно, просто в команде кто-то вот играл. Ну вообще, я и говорил в команде, просто Петя сказал. Современные все вот эти тренды увидели, Rust, вот это вот выживачи. Ладно, спасибо, что смотрели. Ну, будем дальше разбираться. Что, пока не ясно. Ну, реально, вообще не ясно ни хера. Ну, очень странно. Очень странно, не ясно. И, тут надо сказать, что тот Говард предупреждал. С твоей стороны не ясно. С твоей стороны не ясно. Так что нам остается либо, послать Bethesda куда подальше заранее, либо довериться и попытаться... С другой стороны, кредит доверия Bethesda очень немаленький, потому что... Особенно за последние годы. Я просто не верю. Я не верю в то, что эти чуваки, которые последние несколько лет поставляли просто игры для меня, вот просто такие... Все, что у них выходит, все отличное. Они не могут просто взять и сделать говно. Это почему? Clash of Clans. Да, это странно. Вот, поэтому, конечно, вера во все это есть, а уверенности нет. После нашей игровой сессии состоялся еще круглый стол с разработчиками, где они приняли большинство высказанных нами претензий, попросили набраться терпения и провести в мире пустоши во время беты побольше времени. Вечером состоялся ужин, после которого мы выловили директора по разработке Криса Майера, ранее работавшего над Ultima Online и Star Wars Galaxies, и знаете, он честно сказал, что, в общем-то, эта игра не для тех, кто любил Fallout за сюжет, а для тех, кто, в общем-то, исследователи. И лазать по пустоши ему по кайфу. И вот, мол, этих игроков игре будет чем удивить. Ну, вообще, Крис работал раньше над 2 очень интересными ММО с точки зрения именно погружения в процессы исследования мира. Так что, возможно, мы пока чего-то не понимаем. Ну, в общем, вот так вот. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, колокольчики, становитесь спонсорами, чтобы смотреть бэкстейдж с этой поездки в том числе. Также спонсоры новые сюжеты смотрят раньше всех и получают доступ к эксклюзивам. В общем, это такое правильное, благое дело — поддерживать клевый канал, чтобы мы делали еще более крутые штуки. Мы увидимся в самое ближайшее время, через несколько секунд, если нажмете на другой ролик. В общем, надеюсь, не сильно мы вас расстроили, не сильно вы расстроились относительно Fallout 76. На мой взгляд, нужно все-таки еще подождать и посмотреть, и поиграть, и, в общем, ждем открытой беты. Счастливо!